Так, ну что, сегодня тот день, когда с Евгением мы встретимся лично в этом кадре. И мне это, наверное, более волнительно, чем сейчас выступление на 4000 человек. Вы предприниматель-миллионер? Нет. Наступит момент, когда возможностей будет слишком много. И нужно научиться отсекать возможности, которые не ведут тебя к твоей цели. Отлично. Для меня лично это очень приятно. Круто стараться мыслить не так, как все. Он мужчина? Мужчина. Он гомосексуалист? Их сложно физически взять на работу. Big Money. Да. Счастлива быть с вами. 4000 человек. Да. Вибрация, энергия. Что чувствуете? 60 минут могу быть честной и аплодировали. Честно? Да. Всегда скептически отношусь к своим выступлениям. Мне только что написала девочка мой зам. Ну как? Я говорю, по 10-бальной на 5. Интересная аудитория для меня очень. Было очень много мужчин. И я прекрасно даю отчет, что выгляжу для многих из них как инопланетянин. Лера Бородина готовится к выступлению перед 4000 человек. Это на самом деле достаточно сложная история, потому что вибрации, и эмоции, которые исходят от зала, конечно, невероятно включают. И сразу после этого замечательного мероприятия, вот как она готовится, обратите внимание, мы снимем прямо в лобби среди людей очередной выпуск Big Money с успешным предпринимателем Лерой Бородиной. Big Money. Дико гордо и счастлива быть знакомой с вами. И особенно мне приятно, что сегодня вы будете меня провожать до самой сцены. Спасибо. Аудитория отзывчивая. Что чувствуете? Как вибрации? Как собираетесь конвертировать то, что услышали? Возможно, вы увидели кого-то, кого хотите пригласить на работу? Огромная аудитория, поэтому я не увидела никого. Но я знаю, что каждое мое выступление не зря. И всегда, не сразу же в момент после выступления, а через какое-то время, может пройти неделя, 3 месяца, мы находим либо новых партнеров, либо какие-то новые точки для развития, новые возможности. И я думаю, что это большущая конференция, не исключение. Люди, которые нас смотрят, хотят понимать такое количество затрат энергии, нервов, сил. Зачем? Зачем вам? У меня была возможность наблюдать бэкстейдж, как вы готовились. Вы достаточно серьезно волновались, от алкоголя отказались. Да. Зачем вам это? Зачем я здесь выступаю? Да. Ага. Это же вызов 4000 человек. Абсолютный. Так случилось, что я ненарочно стала лицом своего бизнеса. Поэтому меня, в принципе, с самого начала приглашали на какие-то мастер-классы, тренинги, конференции. Я отказывалась очень долго, пока не согласилась выступить у своей подруги Аллы Клименко на большом апгрейд-кемпе для ее людей, которые приезжают на апгрейд-кемп. По моим ощущениям, это было худшее выступление в моей жизни. У меня голос дико дрожал. Мне хотелось выдернуть шнур, выдавить стекло, бежать из Верхол в Киев. Это инструкция для эвакуации откуда-то? Да-да-да. В самолете? Нет, конечно, в самолете невозможно выдернуть шнур. В троллейбусе, да. В троллейбусе моего детства было конечно. Выдерни шнур, да, выдави стекло. Выдави стекло. Так. Вот мне хотелось это сделать, и когда я закончила свое выступление, были люди, которым все это понравилось, но мне не понравилось. И тогда я решила, что это мой личный внутренний челлендж. Вызов. И я должна преодолеть и должна выступать ровно столько, пока это не войдет хотя бы в какую-то зону моего комфорта. В зоне комфорта? В этом году я максимально приблизилась к ней, судя по тому, что вы наблюдали перед выступлением, еще не в ней, но... Но когда вы вышли, кстати, на сцену, не было... Не чувствовалось, да? Не чувствовалось никакого волнения, голос не дрожал. То есть это удивительно, что только что был у вас на разогреве выступал Василий Хмельницкий, а перед ним выступал на разогреве Евгений Черняк. Да. И Хмельницкий, кстати, задал вопрос: скажите, пожалуйста, кто же выступает после нас, если на уже разогреве... такие на разогреве, да, Черняк. Да, Черняк и Хмельницкий на разогреве. Так вот и у него, и у меня первые 3-4 минуты дрожит голос. У вас этого не было. То есть вы преодолели... Черт, мне нужно было приехать, чтобы услышать это. Да, я это преодолела, но судя по всему.
Во-первых, в этом году я подготовила свой большой 5-часовой мастер-класс. Вот это было для меня сильнейшее испытание. Во-первых, я человек, который живет с синдромом самозванца. И мне кажется, что мне абсолютно нечего людям сказать. И все, что я могу сказать, это так банально, и ясно и очевидно. Большое количество людей живет с синдромом ложной уникальности. Я думаю, лучше синдром самозванца, он немножко приземляет, да. И так, во всяком случае, честнее. Вы донесли то, что хотели сказать? Они вставали, я видел, вы их качали зал. У вас все получилось? Вы довольны? Я никогда не довольна своими выступлениями. Хорошо, каким вы видите идеальное выступление перед такой аудиторией? Для меня признак того, что все идет классно, это когда я шучу, а люди смеются. Сейчас же это было? Не везде. Вы не везде шутили или не Нет, везде? Не везде. Они реагировали так, как я привыкла, реагируют на других моих выступлениях. Это первая часть нашего интервью. Сейчас мы находимся за сценой огромного форума, на котором только что Лера Бородина выступала перед 4000 людей. Вторую часть интервью мы снимем прямо в зале, где находится большое количество людей. Будет интересно. Big Money. Проект Big Money, Да. бизнес-концентрат. Мы только что обсудили, как это выступать перед 4000-ной аудиторией. А теперь, почему вас пригласили сюда? Как устроен ваш бизнес? Какой у вас оборот? Что с франшизой? Как работается в России, в Казахстане, в Украине? Как вы это все контролируете? Какие метрики? Прекрасно, спасибо. По очереди я буду отвечать. Я сегодня узнала, что я первая женщина, которая выступила на сцене бизнес-концентрата. Была удивлена, скажу честно. Я была удивлена сначала, когда меня пригласили, сегодня, когда узнала, что я первая. Но, судя по объективным показаниям Артема, когда они начали в команде обсуждать спикера-женщину, которая бы представляла собой женский бизнес, у них почему-то они все сошлись на мне. И я думаю, что вот спустя 6 лет своего предпринимательства я не у большинства, но у многих ассоциируюсь с женским предпринимательством в Украине. Поэтому я здесь. Отлично. Как организован бизнес? Я так понимаю, вы франчайзи в том числе? Это одно из направлений нашего бизнеса. Конечно, мы все тестируем здесь, и пока любой из проектов не пройдет свой тест, минимум это годовой цикл, мы во франчайзинг его не отдаем. Но вообще все свои бизнесы отдаете во франшизу? Некоторые готовятся. Сейчас по франшизе работают два наших, собственно, главных бизнеса. Это My Look сервис аренды платьев и G-Bar Beauty Bar. Готовится к франшизе So Dodo. Это магазин корейских брендов и магазин подарков Лабла. Все. Большинство людей, которые были в этой передаче, вернее все, они рассуждали на тему, стоит ли брать ту или иную франшизу. Да. Но никто из них не был хозяином франшизы. Как это работает? Подскажи, как создать, другими словами, бизнес, за который другие захотят отчислять вам? Сколько вы берете? 5%. 5%? Да. Есть паушальный взнос, который ты платишь. Это стартовый? Да. Сколько у вас, кстати, паушальный? В зависимости от страны и рынка. В Украине это 20 тысяч долларов, в других странах это может быть 40-60 тысяч долларов в зависимости. Это подтверждение... Самые дорогие франшизы в городах и рынках, которые являются самыми емкими. Дубай – одна из самых дорогих наших франшиз. Вы есть в Дубае? Мы продали туда франшизу, но еще не открылись. То есть вы, другими словами, этим взносом подтверждаете благонадежность клиента? Так это выглядит? Паушальный взнос – это подтверждение его серьезных намерений? В том числе, помимо этого, помимо паушального взноса у нашего клиента должен быть еще капитал для старта. Как это вы это стройка. проверяете? Хороший вопрос. Во-первых, у нас есть целая череда процессов, которые должен пройти человек перед тем, как мы подтвердим ему возможность подписания контракта. Сначала это заполнение анкет франшизи, где он дает о себе максимальную информацию. И есть два табу. Мы не работаем с людьми, у которых нет предпринимательского опыта. Так. То есть это легче вам проверить. Лучше не подходить? Нет, мы можем продать вам классный бизнес с крутой концепцией, сильным маркетингом и прописанными стандартными структурами обучения, но я не могу с помощью этого договора продать тебе опыт предпринимательский. Это то, что уже должно быть перед тем, как стать частью нашей сети и нашей семьи. Второй критерий – это ценности. Ценности проверить сложнее, чем твой предпринимательский опыт. Как проверяете? Собеседуем лично. Если человек проходит вы уже лично стадии... принимаете решение вы? Да. Не команда? Нет. Я и мой партнер, не с партнером. Были неудачные опыты в продаже франшизы? Конечно. Это наш первый опыт. В чем они опыт. заключались? Во-первых, недостаточный предпринимательский опыт. Во-вторых, совершенно разное видение тех вещей, которые важны для нашего бизнеса. Эстетика, люди и, наверное, личное
ощущение качества сервиса. А ошибки были диагностированы после? Ну, конечно. После? Да. И расставание было болезненным? Нет, не болезненным. Я нормальный человек. По нашему договору, если мы расторгаем по какой-то причине, если ты не выполняешь стандарты, нарушаешь какие-то, ну, там есть основные очень жесткие пункты, такие как смена вывески или там, ну, в общем, какие-то вещи. Никто так не делал пока, надеюсь, пока и не сделает. Но есть метрики, это оценка 360 от команды своего руководителя, это, конечно же, финансовые показатели, это отзывы, по которым мы понимаем, что явно не то, что что-то идет не так, все идет не так. И я долго мучилась, потому что это был наш первый франчайзи. По сути, ее вклад в нашу сеть невозможно недооценить, потому что благодаря ей я поверила, что это вообще возможно. То есть личное все-таки работает у вас в бизнесе? У меня, конечно. Правильно я понимаю, что это ваш первый франчайзи, работой вы были не удовлетворены? Не удовлетворены, поэтому в момент, когда я поняла, что мне нужно разрывать этот договор и снимать свои вывески и свои точки контакта из этого помещения, из этого сервиса, мы разрешили, конечно же, есть пункт договора, который запрещает тебе работать в этой же отрасли на протяжении 2 или 3 лет, сейчас точно не отвечу. Если у вас был сервис аренды платьев, бьюти-бар, ресторан, это была наша франшиза. Если по какой-то причине мы разрываем договор раньше срока, снимаем все свои вывески, вы не имеете права заниматься аналогичной деятельностью. Этого человека вы отпустили? Да, я дала возможность заниматься этим бизнесом. Это специфичный город, мы в него пока вообще не собираемся с тех пор. Какой? Минск. Минск? Да. А что посоветуете тем людям, которые смотрят передачу и которые, возможно, станут вашими франчайзи? Я посоветую им уже писать нам, потому что очень много ведется переговоров сейчас над объективно ключевыми городами. Это Европа, сейчас была ваша Германия. Реклама, правильно понимаю? Это мой реальный совет, потому что через полгода может быть поздно. Если ты хочешь открыться в Берлине, поздно, через полгода может быть поздно. То есть поздно. у вас ограничения есть? Нет, есть вероятность, что мы подпишем этот город раньше. А вы отдаете регионально? Или можно брать, если подписан, например, не знаю, Минск, то там может еще кто-то открыться? Или есть эксклюзив? Есть эксклюзивы, это называется мастер франчайзинга. Ты забираешь под себя определенную территорию, или город, или страну, или несколько городов. То есть если там подписан эксклюзив, попасть туда больше невозможно? А если это другой город? Можно, вы конечно. странами подписываете или городами? У нас еще не подписано, нет, подписано. У нас Кипр и Греция, это мастер франшизы. А так в основном города. То есть, условно, есть Одесса, где емкость рынка предполагает 4 точки, и мы не распродаем их 4 точки разным людям. У вас мы продаем, эксклюзив? да, продаем одному человеку. Приветствую, друзья! Меня зовут Кирилл Куницкий, я являюсь основателем компании «Бизнес-конструктор». На протяжении последних лет я и моя команда помогаем собственникам компаний в сегменте малого и среднего бизнеса систематизировать свою деятельность, своей компании, строить эффективные организационные структуры, сильные команды, внедрять управление финансами, стратегическое управление бизнесом. И сегодня мы снимаем обзор бизнесов Леры Бородиной для канала Big Money. Давай поговорим немного о том, как устроен бизнес. Что такое, собственно, Oh My Look и кто является целевой аудиторией, что представляет собой услуга. Вы же занимаетесь по факту услугой, то есть вы не продаете платья, вы сдаете их в аренду, правильно я понимаю? Сервис, вот да. Расскажи подробнее. Оно так и есть. Oh My Look, если начинать с истоков, это просто сервис аренды платьев, да? Из этого все и началось, и весь этот Oh My Look Universe, и весь Family, который расширялся со временем, начался именно с этого шоурума на Саксаганского, про который Лера точно рассказывала, да? И впоследствии добавлялись новые услуги, и тот участок бизнеса, за который я сейчас отвечаю, это действительно сервис аренды платьев прежде всего, но и фоторум, который появился как первая дополнительная услуга в рамках Oh My Look. Поэтому эти два бизнеса, они как часть одного целого, и друг без друга не чувствуют себя так хорошо, ну, по отдельности. Скажи, пожалуйста, целевая аудитория вашего сервиса это кто? Поскольку услуга аренды предполагает, наверное, то, что девушка почему-то не может его позволить себе купить. Почему аренда? Наоборот, это не дело в том, что она не может его себе позволить. Мы бы не сказали так про нашу девочку. Это, наоборот, девочка, которая очень экологична и которая рациональна в своем подходе к своему гардеробу
и которая хочет и изменений, но вместе с этим не хочет делать для этого лишних затрат, необдуманных затрат, и готова отдавать деньги именно на аренду, а не приобретение вещи. Это разные вещи все-таки в подходе, и на этих девушек мы и рассчитываем. Мы говорим, что наша клиентка, она одна из нас, всех, кто работает здесь, и мы поэтому ее чувствуем, мы с ней на одной волне. И это настоящая девочка, потому что внутри каждой из нас сидит эта настоящая девочка, какие бы мы роли не исполняли в жизни своей, и на работе, и дома, и в своей свободной жизни, все равно вот здесь пространство, которое мы создаем, это пространство, где мы можем побаловать свою внутреннюю девочку, и дать ей на волю отпустить, и обрадовать ее, и позаботиться о ней, и чтобы она ушла отсюда счастливой и немного красивее, и ее мир и жизнь стали немного ярче благодаря нам. Сколько салонов Oh My Look вообще существует? Сервисов аренды с фоторумами в Украине есть 3, в Москве есть, в Алматы открыли. И планируем открывать в будущем, просто это пока проекты. Скажи, пожалуйста, если брать салоны в Украине, какой приблизительный объем заказов вы обслуживаете, например, за период, за месяц, например? Сколько клиентов в среднем приходит? У нас месячность, она может отличаться довольно разительно. Я бы сказала просто, что на уровне года где-то 7 тысяч девочек пользуются нашим сервисом, и мы хотим, чтобы эта цифра росла. И из которых 50% это регулярное потребление? Да. Вы как-то отслеживаете вот этот процесс возвращаемости клиента? То есть какие-то есть метрики, показатели, связанные с этим? Конечно, мы отслеживаем, во-первых, возвратность клиентов, как часто они к нам ходят, в среднем, да, опять же, по определенному шоуруму, по городам, это все измеряется. И опять же мы придумываем с отделом маркетинга нашим акции для того, чтобы их привлечь еще раз, напомнить им о нас, что мы можем им новое предоставить. Это большая тема и работа, и у нас очень много клиентов, общих баз и кросс-сервисного пользования. Поэтому даже очень сложно следить просто чисто как Oh My Look'овских, поскольку у нас есть и G-бар, и слава богу, что это так. А какая вообще переходимость клиента из Oh My Look в G-бар и обратно? То есть насколько клиентские базы перемешаны? Они действительно перемешаны, это исторически сложилось, можно сказать, потому что клиенты G-бара — это прежде всего все эти клиенты Oh My Look, которые были изначально, а сейчас это реально работает уже и в обратную сторону, потому что если сначала мы пиарили G-бар, сейчас очень много клиентов G-бар на самом деле приходит к нам после того, как они воспользовались услугами G. Расскажи про свой функционал, то есть я так понимаю, что ты находишься в прямом подчинении у Леры? Да. Насколько Лера, учитывая структуру, которая сейчас есть, сколько у тебя людей, суммарно твоя структура, которая под тобой находится, это сколько людей? Как тебе сказать, это сложно посчитать на пальцах, потому что действительно в моем прямом подчинении это персонал фэшн-блока и фоторума, и опять же в городах Одессе и в Харькове. Я бы сказала, что это где-то людей 40. То есть это твоя прямая линия или это суммарная структура под тобой? Нет, на самом деле у нас есть отдел HR, который работает на все компании. У нас есть отдел пиара и маркетинга, который тоже работает. Это, условно говоря, управляющая компания, которая поддерживает и департаменты работу всех этих бизнесов по отдельности. Поэтому это очень сложно. Сказать, что пиар-директор у меня в подчинении, это странно будет звучать. Он на самом деле тоже в прямом подчинении под Лерой. Окей, то есть получается есть структура операционная, которая находится под тобой, структура бизнеса. Да, это исполнительная структура. И есть некие обслуживающие сервисные департаменты. Да, действительно, сервисные департаменты, которые помогают в исполнении этих же целей, поддерживают все наши акции, месседжи, структурные изменения, потому что я не могу в одиночку ничего добиться. Это все результат действительно командной работы. Скажи, пожалуйста, насколько Лере приходится включаться операционно в вопросы бизнеса? То есть это полностью автономная структура, либо Лера занимается микроменеджментом, включается во все если бы процессы? Лере нужно было это делать, зачем тогда бы я тут сидела? Бизнес немного женский, Да. тот, который мы обсуждаем. Да. С мужчинами как работается? Я обожаю мужчин, прекрасно с ними работается, но не так часто. В основном это наши... Не так часто обожаете или не так часто хорошо работаем. работаете? Я на самом деле круто отношусь и к женщинам, и к мужчинам. Для меня важно, что человек работал. Если он работает, я испытываю к нему огромное уважение. И мне совершенно не важно, это женщина или мужчина. С мужчинами люблю, мне с ними понятнее. У мужчин так сложилось, в нашей стране больший опыт, поэтому с ними легче обсуждать какие-то бизнес-вопросы, задавать им вопросы, получать ответы. Женщины, они более такие обтекаемые. Хотя есть крутейшие специалисты в маркетинге, в HR, женщины. Обтекаемые — это что такое? Подберите бизнес-термин.
Хорошо, не такие структурные. Не такие структурные, как мужчины. Не такие системные. Не такие системные. Так можно, такое слово. Да, можно конечно. подумать. А при равных условиях, если будет женщина или мужчина, кого выберете? Женщина. Вы же только что сказали, что мужчина Ну, лучше. у меня женский бизнес. У вас сквозит все время такой легкий налет феминизма. Вообще нет. Я Нет? категорически против феминизма. Недавно даже подписалась, в Нью-Йорке запустился крутейший проект коворкинг женский The Wind. Подписалась, дико вдохновилась, через месяц отписалась, потому что, запустившись очень круто, они открыли сразу 4 локации, очень все стильно, крутые ивенты. Через месяц по их контенту в соцсетях я поняла, что это феминистическая партия вообще какая-то. Мне это чуждо, и я отписалась. Почему возьму женщину? Потому что у меня бизнес для женщин. Мне очень важно, чтобы мои сотрудники на всех позициях, кроме айтишников, им это не обязательно, понимали потребность клиентов. Поэтому женщина, очевидно, понимает потребности клиентов, и наша аудитория лучше, чем Мужчины не понимают потребности женской аудитории? Или вы понимаете, о чем я говорю? Или определенные мужчины только могут понимать потребность женщин? Понимают потребность женщин и мужчины, которые тоже работают в бизнесе и в отрасли для женщин. Я встречалась, знакома с собственником большой сети магазинов нижнего белья, там все национальные. Он мужчина? Мужчина. Он гомосексуалист? Нет, абсолютный гетеросексуал. Это бизнес. Больше того, хочу сказать, что мы затронули вопрос России. Так вот, в России у нас есть управляющий партнер, которая до нас 6 лет проработала, по сути, в главном бьюти-индустрию в России сформировали 2 большие сети, которым 15 лет. Нет, я про бьюти. Это Мане и Персона. Вот она была генеральным директором в одной из них, и у них точно так же был развит сильно, круто франчайзинг, и 70% ее франчайзи это были мужчины. Потому что в других странах, в отличие от нашей, бьюти-бизнес – это бизнес, в который инвестируют точно так же, как и в другой любой бизнес. Точно так же у этого парня. То есть мужчины все-таки, если это бизнес, если они там зарабатывают деньги, они могут понимать женские потребности. Какие метрики ежедневно контролируете в своем бизнесе? Возвратность клиентов. Удовлетворенность, наверное, так, да? Нет, удовлетворенность чуть другое. Когда ты продаешь сервис, тебе нужно отслеживать удовлетворенность. Конечно, мы чекаем каждый день. У нас есть куча каких-то продуманных систем получения обратной связи. Самописанных систем либо покупали? Сейчас, если что-то покупного сейчас нет. У нас есть бот, у нас есть система, которая отправляет тебе сообщения сразу. Мы работаем, в принципе, на своем ПО везде, во всех бизнесах. И клиентке уходит, допустим, смс с просьбой оценить услугу, и ее отзыв сразу прикрепляется к профайлу мастера и к профайлу администратора, который ее обслуживал этот день. Вы в онлайне видите эти сообщения? Да, бот отправляет сразу же, если оценка ниже 4. То есть работает бот у вас, правильно понимаю? Бот собирает данные и отправляет их в чаты управляющим, чтобы управляющая очень быстро могла среагировать на эту обратную связь. Сейчас будем интегрировать купленную систему, я знаю, что мы ведем по этому поводу переговоры, для того, чтобы собирать обратную связь хед-офисом, собирать обратную связь со всех городов. Мы хотим, чтобы клиенты знали, что есть некая высшая сила, в которой они всегда могут пожаловаться или написать. Какая вы дома? Дома, в семье. Да. У вас есть дети, у вас есть муж. Как вы включаете предпринимателя и включаете женщин? И вообще делаете ли это? Прекрасный вопрос. Меня много лет назад научила этому бывший главный редактор «Эйль Украина» Нана Морозова. Когда я сажусь утром за руль своей машины, еду на работу, я переключаюсь технически и стараюсь отключиться от домашних вопросов и переключиться на рабочие. Точно так же я стараюсь делать и когда возвращаюсь домой, но регулярно каждый вечер мы садимся с моим Андреем, обсуждаем наш день, и тут опять на тебя... Кто главный? Мне кажется, у нас партнерские отношения, но я считаю, что Андрей главный. Отлично. Для меня лично это очень приятно. Вы миллионер? Миллионер? Нет. Вы предприниматель-миллионер? Нет. Почему? Судя по всему, все ваши бизнесы стоят гораздо больше, чем... Да. Капитализация, да. Капитализация высокая. Лежит ли у меня дома $1 миллион? Нет. Да. У вас лежит дома $1 миллион? Нет, конечно. А где лежит $1 миллион? В бизнесе? В бизнесе. Однозначно. То есть вы миллионер? Супер. Как ответите на вопрос о вашем первом миллионе? Как вы его заработали? Достаточно весело. То есть первый $1 миллион вы заработали весело? Отлично.
Друзья, рядом со мной находится Саша, это исполнительный директор, CEO Джибар, да? И франшиза Да. Джибар. Расскажи про бизнес. Джибар это что? Джибар – это бизнес, Джибар – это салоны красоты, бьюти-корнеры. Джибар – это сеть по Украине и уже по миру. Джибар – это сервис, это услуги, это забота о клиенте. Джибар – это команда. Джибар – это Лера и Саба. Окей, расскажи, пожалуйста, историю. Насколько давно ты вообще в компании? В компании я с февраля текущего года, то есть 7-8 месяцев. Скажи, до этого как осуществлялось управление Джибаром? До этого был операционный директор, который занимался сетью именно 5G в Киеве. Он занимался командой, операционной деятельностью, то есть больше операционной, функциональной деятельности, чуть меньше стратегии. А исторически Джибар сформировался, сколько лет Джибару вообще как компании? Джибару 3 года. 3 года. Да. Насколько быстро вы растете? То есть сейчас порядок количества клиентов, которые вы, допустим, в месяц или в год обслуживаете, можешь приблизительно сказать? От периода к периоду, то есть у нас есть сезонность, если брать там, от года к году, мы растем плюс 20-30%, это уникальных новых клиентов. Если говорить про оборот, то это тоже плюс 20-30%, но если говорить о цифрах. Цифры мы можем обсуждать? В процентном соотношении. Окей. Цифры там, год к году, месяц к месяцу, именно о росте говорю. Если говорить о сети в целом, то это открытие новых G по всему миру, Европа, Америка, Азия. Естественно, это рост франчайзинговой сети, рост оборота и, соответственно, в общем масштабе рост клиентов. Окей. Скажи, пожалуйста, если брать количество клиентов, количественный показатель, сколько клиентов у вас проходит в период? 5 тысяч, 10 тысяч там, за год, допустим? За год, мне проще к месяцу, но за год... Ну, месяц, скажи, месяц. Месяц, это если брать по всем G-Киеве, это 6 тысяч клиентов. 6 тысяч, это только Киев? Это только Киев, да, мы не берем франшизу. Если франшиза, это умножаем на 20-30 тысяч, плюс-минус. 23 тысяч плюс это доля франшизы. Это доля франшизы. 6 тысяч свои и да, 20 тысяч франшиза. То есть, сколько у вас вообще франчайзи, которые берут у вас держатели ваших франшиз? На текущий момент франчайзи, если мы берем по Украине, это 13 франшиз, которые уже открыты. Я не говорю те, которые в запуске. Америка, 1 франшиза, Азия, 3, не Азия, СНГ, 3 франшизы. Скажи, а какой средний чек, сколько девочка в среднем оставляет у вас в салоне? Все зависит от направления. Это если направление hair, nail или make, это разный чек. Если говорить о направлении nail, это средний чек, я говорю по Украине, по Киеву, это 350 гривен. Если это направление make, это плюс-минус 500 плюс. Если G-Lab, это 1000 плюс. То есть все зависит от ценообразования и прайса каждого направления. Это такой цена не могла подумать, что у нее будет... Никогда, потому что это специфическая сфера, и это сфера, которая связана только с девушками. Ну, захотелось открыть салон красоты. Вот так. И? Нет, сфера связана с девушками, которые захотели открыть салон красоты, и Лера с собой никогда не ассоциировали себя с этим бизнесом. И вот они сидели как-то и подумали о том, что им стоит открыть что-то новое, что-то другое, и случился Джибар. Первый здесь, потом мини, и потом пошло-поехало. Скажи, какие показатели ты смотришь ежемесячно, ежеквартально? Насколько вот цифровое управление? Или это больше так? По-женски. Это ежедневно, еженедельно. По-женски некрасиво. Сейчас меня захейтят в комментариях. Это ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Ежедневно это заполняемость. То есть каждый вечер мы просматриваем график, количество мастеров в смене, количество записей, планируемое количество клиентов. Еженедельно это кэшфлоу. Ежемесячно кэшфлоу P&L, маржинальность направлений, статистика по направлениям по клиентам. Это по-женски мне нравится. Я скажу так, я знаю мужчин, у которых и 10% сказанного нету, поэтому, мужики, ведите учет по-женски лучше. Идеальный учет. Супер. Оборачиваемость. Но здесь самое главное именно маржинальность, потому что у каждого направления своя маржинальность, отслеживать ежемесячно, как она может меняться в зависимости от себестоимости расходников, зарплаты и всего остального. Кстати, на канале Big Money очень популярный вопрос: какая маржа? У разного направления своя. Ну, например, вот направление Make, маржинальность 51%.
несмотря на то, что себестоимость расходника достаточно высокая. Если говорить о джелабе, это чуть ниже. Окей. Колористика. Колористика. Это джелаб. Джелаб. Чем занимаюсь? Ну, я пиар-маркетинг-директор, как ты и сказал. Собственно говоря, на мне вся коммуникация, все каналы продвижения, точки контакта, наши все социальные сети, все визуальные проявления, имидж, репутация, бренд, собственно говоря. Сразу вопрос. Цвет Тиффани. Тиффани, это что именно? Почему Тиффани? Ну, да, то есть это же цвет Тиффани. Нет, это не Тиффани, это мятный цвет. У Тиффани, я правильно сказал. Тиффани другой оттенок. Мужчина бы сказал голубой. Голубой и зеленый, да. Зеленый, у меня да? парень говорит зеленый. Нет, это другой цвет. У Тиффани свой пантон, у нас свой пантон. Это Лера цвет, который она выбрала, когда запускала бренд, потому что это очень классный маркер, бренд-маркер, который нас отличает от всех остальных. И если, например, сейчас наши друзья едут куда-нибудь в Европу и видят мятную дверь или мятный дом, они все время снимают, нам присылают и говорят: девочки, тут нужно срочно открыть в этом помещении что-то. Поэтому уже даже меньше про Тиффани, больше про My Look, когда видят такой цвет. Окей. Ты занимаешься всеми коммуникациями. Насколько ты вовлечена в диджитал-маркетинг, в пиар? То есть какие твои зоны основные? Ну, на самом деле, я маркетинг-директор полноценно где-то несколько месяцев. До этого я была пиар-директором, поэтому мои зоны ответственности это были коммуникации, социальные сети, медиа, лидеры мнений, вот эта вся история. Сейчас я уже как 2 месяца погружаюсь больше в маркетинг, поэтому теперь у меня вовлечение 100% и даже больше. То есть диджитал, абсолютно маркетинг-стратегия, коммуникация с клиентами, бизнес-продукт, то есть уже все теперь с этим. Как давно ты в компании? Я в компании работаю больше 3 лет. Вот. Я приходила на позицию пиар-менеджера, за год выросла пиар-директора, работала несколько лет пиар-директором, собственно говоря, сейчас уже маркетинг-пиар-директор. Как поменялась компания за это время? Очень стремительно поменялось, потому что мне, по ощущениям, это лет 30, по ощущениям наших изменений, мы начинали с очень маленькой команды, у нас было максимум 15 человек бэк-офиса, наверное, даже меньше. Сейчас нас уже, не буду врать сколько, наши HR лучше мне подскажет вопрос, поменяли все бизнес-процессы, отношение к процессам, к планированию, к стратегии, коммуникации внутри, потому что вначале все равно это было все достаточно очень easy, вроде бы как не про бизнес, но это было достаточно легкомысленно, как мне казалось. Сейчас, конечно, уже о другом, это большой бизнес с большими задачами, целями, бизнес-задачами, поэтому поменялось в корне. Плюс, конечно, появились большие планы. Во-первых, у нас тогда не было и фокуса на международное развитие. Сейчас, конечно, мы уже больше, чем просто проект киевский или просто украинский, это уже чуть о другом, поэтому и масштаб наших действий, и наших задач, он другой. А как культура компании поменялась за это время? То есть, мне кажется, что культура компании не поменялась за это время, потому что изначально Лера закладывала какие-то определенные ценности, по которым, собственно говоря, и набирала этих людей в команду. Она о них с вами говорит, об этих ценностях? Сейчас, лично со мной, наверное, уже меньше, потому что я думаю, что мы с ней на 100% это чувствуем в коммуникации с другом, поэтому нет. Я говорю со своими сотрудниками, потому что я хочу донести им те ценности, которые говорит Лера. Вот, про веру в проект, про работу в команде, про то, что мы здесь мы не просто здесь работаем, мы приходим сделать какие-то очень крутые вещи. Я искренне верю в то, что мы делаем, это, правда, очень круто меняет жизнь девочек. Поэтому это не поменялось, это была основа, и я считаю, что дальше нам будет только как-то круто развиваться, возможно, находить новые проявления уже там с точки зрения HR, коммуникации, но база всегда одна, и люди в команде, которые работают сейчас уже вот сколько времени, все подобраны только по единым ценностям, поэтому, собственно говоря, мне кажется, это классно работает. Часто у компаний по мере роста, особенно когда-то это был стартап, и он начинает вырастать в большую компанию, возникает такое настроение, когда старички говорят: все, компания уже не та, руководитель уже не тот. Вот у вас были такие проявления? Никогда не было, вообще Никогда ни не одного было. минуты. Мне это прежнему интересно, как в первый день работы. Я буквально недавно об этом разговаривала с кем-то из своих коллег. Просто это темп Леры, который она сдает, ее масштаб мышления, он никогда не позволяет себе принудиться или подумать, что все, я сделала здесь все круто, я дальше уже выросла, и мне некуда дальше развиваться. Нет, благодаря тому, что она так глобально, масштабно мыслит, мы всегда находимся в тонусе. Мы всегда понимаем, что завтра я приду на работу, и что-нибудь интересное у меня точно будет. Поэтому вот чего-чего, а этого никогда не было. Скажи, если посмотреть на работу с лидерами мнений, то есть у вас бизнес, насколько я знаю, у вас достаточно много звездных популярных клиентов, которые обслуживаются. Это сознательная стратегия их привлечения, либо это просто какая-то органика, и вы как-то это просто поддерживаете? Насколько из того, что я не была на старте компании с первого дня, из того, что я знаю от Леры, на старте компании это была органика, потому что это был новый свежий продукт, и там, условно, Вера Брежнева узнала про нас из Инстаграма, и она приехала просто в шоурум за платьем, назвала всех стилистов по именам, и вроде бы так все случилось. За деньги? Вот, по именам? Нет, она просто приехала. Не, приехала, имеется в виду за деньги, она
Платный платил? Эти детали же не знаю, не уточняла. Возможно, да, возможно, нет. Мы имеем право сделать такой комплимент, если нам очень симпатичен человек. Вот сейчас, конечно, это уже более осознанная история, просто потому что я считаю, что лидеры мнений, классная аудитория и друзья, я даже не хочу называть их лидеры мнений, наши друзья, создают большую ценность нашему бренду, чем просто то, что мы делаем. Мне классно говорить о том, что Вера Брежнева наша подружка, Надя Рифеева наша подружка, поэтому сейчас это уже более осознанная какая-то коммуникация, но я никогда не буду говорить о том, что мы этот канал используем для привлечения, мы используем его, правда, потому что это в характере бренда создавать классную аудиторию вокруг себя. Нам хочется, чтобы эти люди нас окружали, не любили наш продукт, поэтому это всегда очень... Это, наверное, меньше про бизнес, это больше про какую-то эмоциональную составляющую, и нам просто приятно видеть всех девочек вокруг нас, и мы надеемся, что им тоже приятно быть частью нашего бизнеса. Вот. Я выставляю некоторые KPI в других городах при запусках, там, других G в других городах и странах. Это правда так и есть, но понятное дело, что мы все прекрасно понимаем, что это очень действенный канал коммуникации, люди любят людей, они читают не медиа, а людей, поэтому в этом, конечно, есть определенная стратегия, но она всегда максимально по любви. Мы не возьмем никогда в работу лидера мнений или блогера, который по ценностям далек от того бизнеса, который мы выстраиваем. Книга, которая изменила жизнь. Это неожиданный будет для меня сейчас ответ. Я не понимаю, почему я его вспомнила, но, наверное, в связи с тем, что я вспомнила, это верный ответ. Будучи 16-летней девочкой или 15, я прочитала книгу рассказов Дино Буццати. Дино? Дино Буццати. Это книга из «Трилистника». Феноменально, вообще выросла на «Трилистнике», на собрании сочинений всех этих разных писателей. Я думаю, что она мне сильно расширила рамки. Это если говорить о какой-то художественной литературе, которая вдруг повлияла на меня. Мне показалось, что круто стараться мыслить не так, как все. Если говорить о бизнес-литературе, тут уже будет ответ более банальный. Это «Великие по собственному выбору» Коллинза. Книга, которая рассказывает нам о 35-летнем исследовании, которое объясняет, почему какие-то компании становились великими, а какие-то просто классными. «От хорошего к великому», по-моему, второе название этой книги, нет? Или это другая? Нет, это первая. Коллинза. Это его первая книга «От хорошего к великому. Как стать великой», а вторая «Великие по собственному выбору». Как действуют великие компании и что их отличает. Там было несколько инсайтов для меня. Это система 20-мильного марша. Рассказано на примере 2 экспедиций, 2 команды экспедиций, которые решили покорить Южный полюс. Это был 1911 год, по-моему. Одна команда решила купить все самое инновационное, пересесть с собак на какие-то снегоходы. И вторая команда, которые взяли все классические инструменты для достижения своей цели, и они отправились в путь одновременно. И вот здесь важное. Первая экспедиция в хорошую погоду шли 60 километров, 60 миль. В плохую погоду они отсиживались и ждали, когда наступит хорошая погода. Вторая команда каждый день двигались 20-мильным отрезком. Вне зависимости от того, хорошая погода, плохая погода, благоприятно или неблагоприятно. Они каждый день делали свои 20 миль. В итоге они пришли раньше на 1,5 месяца. И несмотря на то, что экипированы были хуже. Да. Другими словами, у тех замерзли все истории. Другими словами, вывод – классный бизнес-кейс. Даже в плохую погоду проходи плановые 20 миль. Абсолютно. И когда у тебя есть возможность, это то, что многих сбивает, и то, что для меня большое испытание. Потому что возможности, у меня масса возможностей сейчас. Мне предлагают новые бизнес-направления, мне предлагают, там, не знаю, развиваться в 16 странах одновременно. И это возможности, которые нас все учили их не упускать. Но есть возможность, держись за нее. Но иногда, возможно, наступит момент, когда возможностей будет слишком много. И нужно научиться отсекать возможности, которые не ведут тебя к твоей цели. Это мы вынесем в анонс, потому что сейчас мир цифровой, да. Все в одной большой социальной деревне в Фейсбуке. И такое впечатление, что перед тобой 250 возможностей, куда инвестировать. То есть мы сейчас говорим о концентрации на главном. Абсолютно. Куда вообще можете проинвестировать? Люди, которые смотрят Big Money, всегда нуждаются в инвестициях. Да. Они очень хотят получить ваши, мои, любые другие деньги для ускорения. Им нужно топливо для их бизнеса. Куда, как вы можете ответить, вы можете проинвестировать деньги? Я не задавалась этим вопросом. Пока мне дико интересно инвестировать в собственные проекты и собственные идеи. Второе.
однозначно самым логичным и понятным для меня будет инвестиция в сервисы, продукты IT, связанные с моей аудиторией, потому что я считаю себя экспертом в своей аудитории. Я знаю о женщинах все, а то, чего еще не знаю, узнаю в ближайшие полгода, я в этом уверена. И я в ней разбираюсь. Я не смогу инвестировать в бренд, созданный для мужчин, или в бренд, созданный для подростков. Я в них все меньше и меньше вообще разбираюсь. Женская аудитория, да. Мне понятно, мне легко оценить идею, мне так кажется. Могу быть не права. И, наверное, однажды мы это сделаем. Мы начнем собирать классные идеи, компании и помогать им. Предприниматели, которые смотрят, хотят какой-нибудь бонус нематериальный за то, что потратят 60 минут на наше с вами интервью. Что может быть в качестве подарка, может быть, бонуса? Консалтинг, Евгений, пригласите на практику. Евгений, во всех книга. предыдущих ваших видео я смотрела, почти все. Вы сами предлагаете подарок. Это может быть консультация, это может быть... Нет, я даю выбор. Хорошо, Вы выберите я выбираю вопрос. консультацию. Я знаю, что многие хотели бы, но нет такой возможности. Поэтому я хочу дать эту возможность нашей личной встречи 2-часовой. Перед этим вам мой ассистент пришлет список вопросов, на которые нужно ответить. Вы на них ответите, если вы, точнее, вы выигрываете, потом отвечаете на вопросы, и мы встречаемся. Внизу под передачей будет дискуссия, участвуйте там. Отлично. Выберите, Класс. давайте 2 женщин. Хорошо. Это сегодняшняя передача с учетом красоты вашей харизмы. Почти 8 марта. Да, с учетом красоты вашей харизмы будет немножко женская, поэтому выберите 2 женщин, 2 2-часовые консультации, возможно, они будут Идеально. вместе. Редко приходится брать интервью у одновременно красивой и умной женщины. Сегодня мне это удалось. Женский бизнес существует. И я сегодня вдохновился, я присутствовал в зале на выступлении у Леры и вдохновился этим замечательным интервью. Смотрите его обязательно на канале Big Money. Ваша камера, пару слов тем людям, которые вас смотрят. Я вообще горжусь людьми, которые смотрят и этот блог, и вообще интересуются своим личным развитием. Я недавно научилась проходить буфер между днем и сном. И это всегда книга. И я начала читать гораздо больше книг, и легче засыпать. Поэтому я желаю вам быстрого, крутого старта, сил для того, чтобы продолжать свой бизнес. И не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх и колокольчик, пожалуйста, включите. Большое спасибо. Спасибо Очень большое. приятно. И мне.